Один известный путешественник сказал: «Исключительно не мы, а то, что мы делаем». И я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Когда кажется, что выхода нет, вдруг приходит озарение, и я поняла, что должна сделать. Нихао, дорогие друзья, на улице плюс 30, а в душе огонь. И я решил вас подогреть еще больше, с помощью экзотической красотки, которая ни дня не может прожить без приключений. Вы наверняка ее знаете. Да, та самая легендарная Лара Крофт. Сегодня я расскажу, откуда и как появилась эта красотка, которая завоевала сердца многих людей. Вы на канале Дуди, с вами как всегда китайский городовой, и понеслась! Если спросить у любителя компьютерных игр, какой персонаж, по его мнению, является самым популярным, то многие вспомнят протагонистов из серии мультиплатформенных игр Grand Theft Auto, мастеров боевых искусств из файтинга Mortal Kombat и, конечно же, обаятельную Лару Крофт, главную героиню из Tomb Raider. Эта женщина стала настолько популярной, что в мгновение ока перекочевала в комиксы и на большие экраны. Когда впервые я познакомился с этой девушкой, я был слишком молод, чтобы понять глубину и философию самого персонажа. И вот теперь я решил глубже узнать ее историю. Леди Лара Крофт, графиня в 11-м поколении. Пережив несколько личных трагедий, еще до совершеннолетия она потеряла обоих родителей. Будучи признанным гением и гимнасткой олимпийского уровня, леди Крофт служит объектом невероятных домыслов и жарких споров как в научных и политических кругах, так и на страницах популярных изданий. Идеализированная и опороченная в равной степени, она, возможно, является одной из самых интригующих и привлекательных персон нашего времени. Но чем же запомнилась Лара Крофт и чем она отличается от других супер-женщин? Лара росла в семье британских аристократов и с юных лет увлекалась охотой за древностями. Однажды она попала в авиакатастрофу и оказалась в гималайских джунглях, одна против дикой природы и едва ли более дружелюбных людей. Успешно преодолев все испытания, Лара выросла в опытную исследовательницу, научилась запросто обходить хитрые ловушки и одним изящным движением класть на лопатки самых крупных противников. Трудно поверить, что изначально самая сексуальная и бесстрашная расхитительница гробниц задумалась как мужской персонаж, этакий Индиана Джонс. Девушку, бросающуюся в авантюры и пытающуюся разгадать невероятные тайны, придумал английский дизайнер компьютерных моделей Тоби Гард. Этот человек создал не только образ бесстрашной героини, но и ее биографию. А сама модель стала разрабатываться в 1993 году. Первоначально Лара Крофт была мужчиной, ибо Тоби решил сделать некую копию Индианы Джонса. Но так как дизайнеру посоветовали сделать героя оригинальным, ему пришлось полностью поменять концепцию от начала до конца. В игре планировалось сделать набор из нескольких персонажей, и Гард заметил, что у его коллег популярностью пользовались женские героини. Художник подчеркнул идеи из комиксов Tank Girl, вдохновился внешностью шведской поп-певицы Нене Черри, и дело оставалось за малым. Так, по задумке разработчиков, протагонист совершает подвиги в одиночку, поэтому, выбирая между разработанным дизайном Лары и тем парнем, разработчики отдали предпочтение первому варианту. Яркий образ находчивой и соблазнительной расхитительницы гробниц полюбился игрокам, но создатель не планировал придавать Ларе загадочную сексуальность и делать из нее топ-модель с параметрами 90-60-90. А все потому, что Тоби представлял расхитительницу гробниц собранной женщиной, которая руководствуется холодным разумом и пользуется здравым смыслом в любой ситуации, даже когда ее жизнь висит на волоске. Но компания Core Design, которая занималась реализацией игр, придерживалась другого мнения, поэтому неудивительно, что вскоре критики начали сравнивать Лару Крофт с силиконовой порнозвездой. Однако в первых играх ее внешность была не такой привлекательной, что напрямую связано с тогдашними непродвинутыми технологиями и графикой. Пухлые губки, выдающийся бюст, осиная талия и твердая попка. Но все это очень отвлекало игроков от приключений и головоломок. Действительно, в Tomb Raider 96 года геймеры увидели угловатую героиню, но разработчики все же постарались придать ей шарм и украсить лицо пухлыми губками. Естественно, технологии прогрессировали, модель менялась со временем, но узнаваемые элементы все же оставались на своих местах. Создавая образ женской версии Индианы Джонса, художники рассматривали реальных моделей. Так первопроходцами стали светская львица Кэти Прайс и австралийская
спортсменка Натали Кук. Следующей официальной моделью стала актриса Рона Митра, которая, по слухам, ради своей роли специально сделала операцию по увеличению груди на 4 размера. Кроме Роны в плеяду счастливец попали Эллен Роше, Люси Кларксон, Джилл Де Йонг и Элисон Кэрролл. В 2015 году в игре Rise of the Tomb Raider художники настолько проработали мелкие детали лица Лары, что игрокам стало интереснее наблюдать за эволюцией персонажа. Да, и критики отмечают, что грудь Лары наконец-то стала человеческих размеров, и она из накачанной куклы превратилась в реального человека. В то же время стал меняться их характер. С каждой новой частью методы девушки грубели, а руки обогрялись кровью. В конце концов, Лара превратилась в убийственную секс-машину в слепой погоне за артефактами. Нашлись, конечно, и авторы модов, которые помогли виртуальной Ларе расстаться с последними предметами одежды. Новая Лара пока еще неопытная и наивная исследовательница, которая учится выживать в дикой природе, но во время передышек возвращается к своим воспоминаниям. Молодая расхитительница гробниц далеко не так идеальна, как ее предшественницы. Она измазана в грязи и крови, нередко срывается с уступов, а время от времени становится жертвой более сильных противников. Последнее, кстати, вызвало волну негодования феминисток. Многие из них были возмущены тем, что мотивация героини выросла на насилие со стороны мужчин. Лара Крофт не только культовый персонаж, она вдохновительница многих супергероинь в игровой индустрии. Прожив на экранах жизнь вполне реальной женщины, которая развивается, исследует, сражается, а иногда и дает волю чувствам, она продолжает удивлять и влюблять в себя. Я надеюсь, вы уже влюбились в Лару Крофт, поэтому не забудьте поставить лайк, поддержите подпиской, а еще лучше делитесь с друзьями этим видео. Ну а я, как всегда, говорю вам свое традиционное китайское прощание, цайджен, see you soon.